Enduro Trial, когда мотоцикл становится продолжением себя. Есть два способа кататься. Жать газ и надеяться, что прокатит, и понимать, что ты делаешь на каждом сантиметре маршрута. Первый способ для толпы. Второй для тех, кто хочет стать машиной. Enduro — это не про мотоцикл, это про голову. Ты можешь купить себе самый топовый байк. 2T300 кубов, подвеска за 4000 евро, карбон на маятнике и так далее. Но если ты не знаешь, как работает сцепление в момент перекладки веса, ты все равно будешь просто буксовать. А когда ты понимаешь механику движений, когда ты чувствуешь, как на подъеме сместился центр масс на 15 градусов, вот тогда ты начинаешь ехать. Техника — это не трюки, это основа. Ты не просто прыгаешь, ты создаешь импульс. Ты не просто проезжаешь бревно, ты используешь отбой вилки, газ сцепления. Ты не просто ловишь баланс, ты настраиваешь геометрию тела под угол уклона. Триал — это система, которая ломает эго. Триал — это честное зеркало твоей координации и мышления. Это не про научился прыгать, это про то, чтобы выровнять нервную систему под точность движений. Тут нет места эмоциям, только расчет, только фокус. Нет пряников, только результат. И чем глубже ты заходишь в САС, тем больше понимаешь, это не ты управляешь мотоциклом, вы двигаетесь как единое целое в симбиозе. Да, сегодня есть топовые амортизаторы, TPI, TBI, карты зажигания. Но все это не имеет значения, если ты не умеешь читать ландшафт и чувствовать обратную связь. Если ты прыгаешь во враг без понимания, как работает подвеска, ты просто летишь на как получится. А как получится — плохой партнер в эндуро. Смысл всего этого. Суть не в понтах, не в технике ради техники. Суть в умении ехать там, где другие слезают и думают, это невозможно. Ты не просто тренируешься, ты перепрошиваешь себя, оттачиваешь мозг, реакцию, тело и волю. Мотоцикл становится не игрушкой, а расширением тебя самого. Он повторяет то, что ты задумал, не задумываясь. И вот тогда начинается настоящее катание, когда ты не едешь, а плывешь, как рыба в воде. Эндуро и триал — это не просто спорт, это способ мышления. Это то место, где ты становишься точнее, сильнее, где ты перестаешь бороться с рельефом, а начинаешь использовать его по полной. Это искусство контролировать мотоцикл в самых экстремальных условиях. Важен симхард-эндуро и мототриала, где важна не столько скорость, сколько техника, баланс и хладнокровие. Что в дальнейшем, при тренировке мотокросс-техники, дает тебе больший контроль на больших скоростях. Если обычный эндуро-райдер преодолевает трассу не задумываясь, то мы разбиваем элементы, просчитывая каждый миллиметр траектории. Здесь важна не только техника, но и интеллект. Не туда поставишь переднее колесо — все, ошибка. Либо упал, либо закопался. Эта дисциплина развивает максимальный контроль над байком. Ты учишься работать с сцеплением как скальпелем, не дергать, а точно дозировать, чувствовать баланс на скорости и в статике, понимать, как работает подвеска, масса, передача импульса, планировать линию движения не по наитию, а логически, как инженер. После тренировок эндуро в триал-технике ты начинаешь ездить в разы чище, точнее и экономичнее даже на хард-эндуро или кроссе. Подход эндуро триал — это концентрация. Это максимальная концентрация, где ты не просто едешь, а постоянно думаешь, просчитываешь, адаптируешься. Каждое препятствие как новая головоломка. Плюс это идеальная база для хард-эндуро, потому что ты учишься преодолевать сложные секции не тупо газом в пол, а технично, безопасно и с минимальной усталостью. Если ты хочешь стать настоящим мастером эндуро, а не просто газовать во все стороны, тебе нужна техника триала. Это про реальный скилл, который видно в каждом движении. Поэтому каждое касание мотоцикла для меня — это тренировка, а не просто покатушка.
Важно обдумывать каждое движение мотоцикла, каждую траекторию, особенности грунта и его консистенции и влажности. Баланс, сцепление, газ должно все работать в одном симбиозе. Просчитывать в моменте новые траектории, особенно на скорости, когда из-за особенностей рельефа, или нашей ошибки, или из-за упавшего впереди мотоцикла, приходится принимать решения за доли секунды. И главное, много практики.
Соскочил. Оп. Ой-ой-ой. Че, назад откатимся? Лишь бы не свалиться. И стартанем. Кто там говорит, китайцы не едут? Китайцы не едут. Но зато показывают, как едешь ты. Нога соскочила. Фух. Тут пеги, помимо того, что и так они близко, ну, подножки расположены, так это, мне еще скользковатые. Что, отсюда? Давай попробуем. Ага. Блин, такой ход хороший потерял. Блин, чуть промахнулся, надо было сюда закатиться и отсюда стрельнуть. Ну ладно. Сейчас отсюда стрельну. Водичка кончилась. На роднике был. Думал, есть вода еще. Все, он прям с краю стартовой площадки. Тормоз поставили. Завелись. Походу сцеп сжег, нет? Кайф, кайф. Вот оттуда заехал. Вот.
Подножка минус, руль минус. Шипы в руке. Передний тормоз тоже относительно